Всем привет! Сегодня в нашем обзоре настольная лампа от компании Blitzwolf. Естественно, это LED-лампа. Со мной связался представитель данной фирмы и предложил мне что-либо выбрать на обзор. Я посчитал, что наиболее полезная для меня вещь – это настольная лампа. В принципе, я и сам подумал о ее покупке. Это самая мощная лампа от данной торговой марки. В принципе, доехала она ко мне за 10 дней приблизительно, там плюс-минус компания Mist Express, это если кому-то интересно, был полный трекинг, принесли прямо домой посылку, то есть все круто как бы. Думаю, что это обошлось недешево отправителю, поскольку вес тоже солидный, 1,5 килограмма это все дело весит. В общем, давайте посмотрим на упаковочку, что нам здесь обещают. Отсутствие мерцания, натуральные цвета, разные режимы работы, зарядка. И голова вертится на 360 градусов здесь. Также здесь есть диаграмма при разных режимах освещенности, сколько света вы получаете. Ну, также разные режимы цветовой температуры описаны. Лампы бывают в белом и черном цвете. К сожалению, я при заказе не выбрал цвет, и мне прислали черную лампу. Мне кажется, что белая мне бы больше подошла. Ну, в принципе, это не столь важно. В такой хорошей коробочке поставляется с ручкой. Удобно, можно занести куда вам надо. То есть проблем с этим не будет. Еще сам не доставал, честно говоря. Интересно посмотреть, как же здесь все это выглядит. Так, это пластиковая байда. Сейчас посмотрим позже точнее, для чего мы ее будем использовать. Здесь у нас, наверное, адаптер питания. Вот такой вот. Сразу достанем его, чтобы позже к нему уже не возвращаться. Кому интересно, вот так выглядит адаптер питания. 2 ампера должен выдавать, по идее. Сделано в Китае. Так, какая-то своеобразная памятка, не знаю, что здесь. Гарантия от производителя 18 месяцев. И инструкция какая-то по сборке и по использованию, судя по всему. Это мы уже протестируем позже. Здесь написано, что не надо делать с лампой. И с розеткой тоже мокрыми руками не трогать, не обливать ее соком каким-то. Ну, это ясно, в общем. Так. Разные цветовые температуры выбираются здесь. Также можно менять яркость. Сейчас мы попробуем ее собрать. Вот здесь с этим колечком что-то запирается, и лампа будет уже собрана. Вот как ее можно крутить, вертеть. Здесь все написано. В общем, достаем и смотрим. В принципе, больше здесь ничего нет. Еще подставочка. Подставка весит немало для того, чтобы придать лампе устойчивость. Так, глянем на нее поближе. Здесь у нас такой вот материал. Такой поролон специфический. Также похожий материал для шумоизоляции в компьютерах применяется часто. То есть материал знакомый. Пластик глянцевый, к сожалению. Поэтому пачкаться будет он серьезно. И пыль на нем будет тоже видно отлично. Это, конечно, в наших условиях жизни может быть не очень практично. Так, смотрим сама лампа, как у нас выглядит. Вот наша лампа. Сейчас понюхает. Ну, понюхаем. Запах специфический присутствует. Не знаю, это то ли от упаковки, то ли от самой лампы. Сейчас надо собрать и посмотреть, как это все будет. Снимаем сейчас все пленочки. Схема крепления достаточно примитивная. То есть здесь у нас есть резьба. И здесь также внутри. В общем, мы через эту дырочку вставляем и просто закручиваем снизу, и она крепится на подставку. То есть ничего сильно умного нету. Конструкция весьма простая. Так, маски сброшены, и перед нами ожидаемо маркий глянец черный.
Отражается в нем все прекрасно. Вот увидите, здесь уже пылинка упала, как только я открыл. И здесь еще пленочка осталась. Пока можно ее оставить. Ну, вот так это все выглядит приблизительно. Здесь рассеиватель. Это мы все снимем позже, когда стемнеет. И сзади у нас классическая лампа, с помощью которой мы подсвечиваем на данный момент наше рабочее место. Здесь у нас один USB-порт. И также здесь есть разъем для подключения адаптера питания. Вот здесь он внизу находится. Конечно, я бы его как-то постарался перенести в другое место, но здесь основание можно также покрутить без проблем, то есть он вращается. Что касается материала, который снизу, то есть лучше было бы там какая-то резиновая просто прокладка, поскольку оно, видите, на столе оно ездит. Резина бы держалась мертво, даже 4 резиновых ножки сделали бы подставку абсолютно неподвижной. А данный выбор материала не совсем удачен, на мой взгляд, для данной лампы. Смотрим, как можно трансформировать нашу лампу, как она вращается. В общем, по своей оси она вращается на 180 градусов, то есть 90 в одну сторону, 90 в другую. Этого вы не найдете у многих конкурентов. Далее голова поднимается на 50 градусов вверх. Ну, естественно, вниз также ее можно опускать полностью. Кстати, в таком положении лампа занимает немного места, то есть это тоже удобно. И также стойка опускается на 40 градусов. Это для такого вот более низкого расположения параллельно столу, чтобы получить более качественный свет. Также голова у нас вращается, как и заявлено, на 360 градусов. В одну сторону можем вращать вот так вот, то есть не сильно много, а во вторую прям полностью можно повернуть. На улице уже темно, и пробежимся, пожалуй, по всем температурным и яркостным режимам. Итак, сейчас мы находимся в режиме READ, это 5300 градусов по заявлению производителя, и максимальная яркость у нас сейчас выставлена. Попробую быстренько уменьшить яркость, чтобы вы почувствовали, какая разница. Вот это минимальная яркость в режиме READ. Далее переходим в режим стадии. Заявлена у нас температура цветовая 6200. Да, видно действительно, что свет довольно холодный. Это у нас максимальная яркость. Теперь плавно ее уменьшим. И вот так она выглядит на минимуме. Далее идем в режим Relax. Это у нас 4200 градусов. Такой уже более теплый свет. И также поуменьшаем немножко, посмотрим, как это выглядит на минимуме. Вот это вот максимум. И вот минимум. И идем на самый такой щадящий режим Sleep. Сейчас у нас стоит максимум. Это очень теплый свет. Порядка 3300 градусов. И плавно уменьшаем. И вот в данном режиме эта лампа еле-еле светит вообще. Можно даже вот так посмотреть здесь. Я так думаю. В общем, лампа практически не светит, такой свет, как будто ночник включен. Также очень хорошо, что индикаторы подсвечиваются, то есть большинство из них можно вот так вот скользящим движением переключать разные цветовые режимы. И также при выключении тут у нас всегда горит красный светодиод, то есть мы в темноте сможем легко найти эту лампу и включить. Еще одной интересной особенностью является то, что здесь у нас есть кнопочка, которая выключает лампу через 60 минут. Вот идет таймер. Честно говоря, трудно понять, почему именно 60 минут и для кого нужна эта функция. Но это приятный бонус. Я думаю, что такой функции конкуренты данной лампы не имеют. Замерим энергопотребление с помощью простого бытового ваттметра. Сейчас у нас здесь 0 Вт, поскольку у него есть определенный порог чувствительности. Судя по всему, это что-то около 6 Вт, то есть ниже он просто не показывает. Так, включаем лампу. И в режиме Sleep, это максимальная яркость, почти 9 Вт. Relax у нас 11 Вт. Стадии около 9. И READ, судя по всему, это самый яркий у нас режим получается, 13 Вт энергопотребления. Режим стадии должен быть, по идее, самым мощным, согласно указаниям на упаковке. Но, судя по всему, это какая-то опечатка, то есть это не соответствует действительности.
И посмотрим минимальный режим здесь. Я думаю, минимальное энергопотребление это 4-я ступень, 3-я ступень, 6 Вт и ниже он уже не покажет. То есть, ну, так ориентировочно можно сказать, что где-то от 5 до 13 Вт энергопотребления данной лампы, что неудивительно при использовании светодиодов. Пришло время проверить нашу допотопную лампу, сколько она потребляет электроэнергии. Сейчас мы будем иметь возможность это сравнить. Итак, мы имеем 29, 30, в общем около 30 Вт, при том, что светодиодная потребляет порядка 13 Вт на, скажем так, максимальной яркости. То есть экономия, естественно, ощутимая, но в принципе очевидная, никто в этом не сомневался, просто так для интереса мы имели возможность сравнить показатели. Проверим, заряжается ли смартфон с внутреннего зарядного устройства, которое у нас тоже здесь присутствует. Как мы видим, энергопотребление увеличилось и зарядка действительно пошла у нас. Заявленный ток до 2 ампер. Я видел также комментарий, что человек проверял, якобы это не соответствует действительности, но я лично не могу это проверить. Вот у меня есть только смартфон, и он заряжается. Больше про эту функцию я ничего добавить не могу. Далее я предлагаю с помощью старого советского фотоэкспонометра проверить яркость данной лампы, то есть насколько она отличается от той лампы, которая была до нее. Сейчас у нас включен режим RID, максимальная яркость, максимально возможная. И вот так будем ставить под лампой. Лампа у нас на одной высоте находится приблизительно. То есть здесь я уже значение заполнил. Вот на этом уровне яркость данной LED лампы. Сейчас включим старую уже, можно сказать, архаичную лампу и выключим нашу LED лампочку. И посмотрим, какая же здесь разница. Как вы можете видеть, разница незначительная. То есть старая лампа давала практически столько же света, как и новая светодиодная. Но данная лампа себя уже отжила, поэтому как раз вот пришло время заменить ее на новый, более современный аналог с низким энергопотреблением, с приятным управлением, с возможностью дополнительных настроек. Ну что ж, переходим к выводам сегодняшнего теста. В целом данной лампой я доволен и менять я ее не буду. Меня она в принципе всем устраивает. Дизайн неплохой, думаю, что многим людям он очень понравится. Из позитивных моментов, что бы я хотел выделить, это то, что лампа сохраняет при переключении разных режимов, она сохраняет яркость, которую вы выбирали. Ну, естественно, если будет перепад напряжения или вы выключите адаптер питания, то все опять сбросится на заводские установки. Далее, само сенсорное управление, это очень приятно, просто хочется все время нажимать, выключать, менять режимы. То есть это очень хорошо здесь сделано. Из незначительных минусов я бы отметил, естественно, как я говорил уже ранее, глянцевый пластик, он очень маркий, очень все на нем видно, он легко царапается, а также коротковатый и жестковатый кабель адаптера питания. В целом конкуренция в этом сегменте на рынке довольно большая, но я думаю, что эта лампа обладает некоторыми интересными особенностями, а также неплохим внешним видом. Что касается замечания моего по основе, то что она немножко ездит, я думаю, что это компромиссное решение, создано для того, чтобы вы могли легко двигать базу. То есть если бы были резиновые ножки, вам бы приходилось приподнимать всю лампу и потом переставлять на новое место. А так вы можете ее двигать, и в то же время какая-то определенное сцепление сохраняется. Ну что ж, на этом, я думаю, будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. До новых встреч.